Доброго времени суток. Значит, у нас следующая проблема. ВАЗ-2109, не горят стоп-сигналы. Главное, что подсветка горит, поворотники работают, а вот стоп-сигналы нет. Что с одной стороны, что с другой. В качестве партнера и помощника у нас служит палка, которая нажимает педаль тормоза. Значит, что будем делать? Будем снимать задние панели, прикрывающие это все дело. У меня их здесь 3. Доставать платы стоп-сигналов, проверять наличие контакта на них, а также проверим лампочки. Для того, чтобы снять панели, необходимо открутить несколько шурупов. Раз, внизу, открыть заглушки и снять. Снимем и продолжим. Итак, панели демонтированы. У вас, кстати, может быть, их и нет. Под низом обнаруживаем еще защитные крышки задних фонарей. Откручиваем их по диагонали и снимаем. Следующим этапом снимаем клеммы. Вот она, с платы. Клемма снята. Достаем саму плату. Вот здесь плохо видно, есть такая пластмассовая деталь, ее нужно отогнуть и достать плату. Итак, плата демонтирована. Проверяем на исправность все лампочки, раз уже достали. Проверяем наличие всех контактов. Сейчас проверю лампочки и продолжим. Проверил все лампочки в порядке. Зачищаю контакты лампочки нулевой шкуркой, плюс контакты на самой плате, для того, чтобы у них был лучший контакт. Делаем это и продолжим. Кстати говоря, я все лампочки решил так сделать, не только стоп. Продолжаем. С плотной стороны зачищаем контакты также, только не сильно, потому что можно их стереть. Также будет не лишним проверить ножки платы. Ну, пока что зачищаем контакты. Зачищены, извините, я оговорился, не ножки, а дорожки платы надо проверить, если это необходимо. Так, отлаживаем плату в сторону и смотрим обойму с клеммами, с контактами. Я здесь уже подсовывал спички, так как контакты не соприкасались как положено. Отсюда хорошо видно, что не все контакты выступают нормально, поэтому некоторые касаются плохо дорожек. Отсюда может быть потерян контакт. Нужно выгнуть все ножки, чтобы они касались контактов. Делаю. С помощью маленькой отверточки, насколько это возможно, достал контакты. Немножечко пробежался по ними наждачкой, насколько достал. На следующем этапе я хочу со своим помощником, вот он мой помощник, замерить с помощью мультиметра, если на выходе напряжение. Берем щупы,
берем нашу клемму. Для примера замеряем желто-черный провод с краю и массу. Смотрим на показания мультиметра. Габариты включены, 11 вольт, нормальное показание. А теперь проверяем красный провод. Помощник зажал педаль. И с зажатой педалью снимаем измерение. 1,1 вольт. Это ненормально. Значит, делаем выводы. А выводы следующие. Получается так, что у нас где-то проблема в цепи. То есть сами габаритные пары задние, они ни при чем. И плата ни при чем. Будем осуществлять поиск неисправности в цепи. Итак, снимаем со своего посадочного места тормозной датчик. Отсоединяем его от клемм. Кстати говоря, он почему-то очень горячий. Очень горячий. Ну что ж, снимаем его, отсоединяем клеммы. Замкнул клеммы, которые шли с тормозного датчика, с помощью предохранителя. Идем смотреть результат. Та-дам! Все правильно. Вот и появились наши тормоза. Опачки. Какой вывод делаем из этого? То, что датчику тормозному настал конец. Берем новый и продолжаем работу. Так, насчет нового датчика. Значит, взял старый, поставил мультиметр в режим прозвонки проводов. Прозваниваем контакт. Датчик рабочий. Так, в чем же суть тогда? А суть в том, что нужно обжать клеммы контактов проводов от датчика. Я думаю, что из-за плохого контакта он как раз-то и нагревался. Обжимаем контакт, ставим на месте, проверяем работу. Итак, датчик установлен на место, отрегулирован, так чтобы при нажатии педали сразу срабатывали стоп-сигналы. Вы же не всегда полно выжимаете педаль газа, тормоза, извиняюсь. Датчик включения стоп-сигналов установлен, отрегулирован гайками таким образом, чтобы он срабатывал сразу при малейшем нажатии на педаль тормоза. Так как вы же не всегда педаль тормоза жмете в пол, при малейшем нажатии срабатывает датчик и загораются стоп-сигналы. После установки датчика на место немного покатался. Оказалось, что клеммы нагреваются все равно, а значит, проблема намного глубже. Был разобран датчик. В этом месте он был завальцован. Развальцевали, почистили контакты. Вся эта проблема была из-за обгоревших контактов внутри. Все это делается несложно, конечно же, проще заменить. Но все же. Завальцевал обратно. Установили. Поставили, уперев помощника, педаль тормоза. Тормозные сигналы работают. Таким образом, ремонт тормозных сигналов окончен. Спасибо за внимание.